Всем привет и добро пожаловать на канал Drift Insight. И сегодня у нас обучающий ролик по дрифту. Да, пацаны, я наконец-то решил его записать, потому что уже очень много раз меня просили. Для дрифта нам надо ручник, КПП, руль и 3 педали. Камеру на них я тоже прикреплю. Собственно говоря, любой дрифт начинается, пацаны, с чего? С постановки. Давайте попробуем. Чтобы попробуйте пройти этот поворот боком. Отлично. Если у тебя получилось, значит ты уже на полпути к успеху. Зашибись, я учу дрифту, вообще круто. В общем, начнем с постановки. Ведь с постановки начинается весь дрифт. Как поставишься в поворот, так ты и поедешь дальше. Собственно говоря, поехали. Для того, чтобы поставиться, есть два способа. Можно поставиться с ручника, можно поставиться с раскачки. С ручника, когда ты до поворота поворачиваешь поворот, дергаешь ручник и едешь. То есть, еще раз повторяю. Погнали, еще раз попробуем. Let's go. Let's go еще раз. Это когда? До поворота. То есть, мы разгоняемся. Еще до поворота мы поворачиваем в сторону поворота, дергаем ручник. И машина начинает идти в сторону поворота. Ну, собственно говоря, все понятно. Ладно, поехали дальше. С ручником мы разобрались. Еще одно самое главное правило ручника. Каждый раз, когда вы выжимаете ручник, вы должны выжать педаль сцепления. Это обязательное действие. Иначе ваша машина просто станет колом и все, и никуда дальше не поедет. Потому что двигатель у вас перестанет крутиться. И вы, собственно говоря, вот давайте попробуем, не выжимая сцепление, дать ручник. Двигатель не успевает раскручиваться, соответственно, для того, чтобы двигатель раскрутился, нам надо выжимать сцепление. А теперь попробуем правильно это сделать. Let's go. Едем до поворота, то есть мы до поворота. Поворачиваем в сторону поворота, дергаем ручник и раскручиваем двигатель и бросаем в нужный момент педаль сцепления, и машина пошла в дрифте. Также можно сделать 360. Постановка с клатча. Ручник, сцепа. Раскручиваем, притормаживаем. Дотягиваем до поворота на ручнике. S13 на моторе 6.2 V8 просто безупречно едет. В основном дрифт, пацаны, дрифт это искусство. И тут надо практика. Без кучи практики, без кучи часов наката в дрифте вы не поедете красиво сразу. Посмотрите мои первые ролики, там, я не знаю, на старых рулях в ТикТоке. Это было для меня большое-большое испытание всему этому научиться, да прийти к тому, что я сейчас имею, но и то это не идеал. Ладно, пойдем попробуем с вами пройти правильно поворот. То есть с клатча ставимся на ручнике. Ручник всегда со сцеплением, не забываем об этом. Разгоняемся. До поворота ставимся, до поворота. На середине, даже в начале нашего поворота, значит, то есть вот мы едем, ставимся. Я не жму газ. Вот тут где-то, вот уже в середине только я открываю педаль газа. Если вам надо подкорректироваться, выжимаете ручник. Если вам надо сбросить скорость, то тормозите. Но не всегда это... То есть до поворота оттормозился ручник закинул. Мне сейчас надо будет переложиться, я это сделаю без ручника.
Здесь попробую сделать 360. Сильно. Педаль газа не всегда надо жать в пол. Не всегда. Незачем его жать в пол. То есть ставимся до поворота. Я закидываю морду в одну сторону, в другую и пошел. То есть можно таким образом. Это уже, можно сказать, постановка с раскачки. То есть вот мы едем. В одну сторону закидываю и во вторую. Это постановка с раскачкой. Let's go next. Смотреть еще раз. Вверх попробую про это. Что такое клатч-кик, пацаны? Это когда во время поворота, допустим, вы видите, что машина гаснет, ей не хватает мощности, да? То есть вы раскручиваете двигатель, то есть вот такими движениями. Клачуете ее, клачуете. То есть даете больше момента на заднюю ось. То есть вот. Я сюда переместился для чего, пацаны? Тут мы попробуем сделать с вами восьмерку и пятачок. Давайте попробуем с восьмерки. С пятачка, точнее. На первой передаче педаль в пол и пытаемся в дрифте начертить красивое колечко. Либо можем подъехать к кольцу. Ну, какой-нибудь поменьше возьмем, да? Ну, я тут со второй передачи решил. Тут же можем и восьмерку нарисовать. Если получится, считайте, это успех, пацаны. Опять, теперь попробуем просто прокатиться. Ставимся под стенку. Я вынес микрофон. Ай, окей. Что к чему, пацаны? Что к чему? Клатч-кик. Клатч-кик нам зачем нужен? Мы раскручиваем двигатель. То есть вот он раскрутил, бросил. Как только мы слышим, что двигатель наш задыхается, мы даем ему новую жизнь. То есть клатч-кик. Клачуем. Эх, пацаны. Ну, я вроде объяснил все, что мог по Форзе. Я не знаю, что еще вам сказать. Еще одно очень главное, это параметры, пацаны. Параметры сложности. Заходим и выключаем все, что нам может помогать. Я выключил даже ABS. ABS можете оставить. Выключаем ABS, противобуксовочную систему, контроль устойчивости. У меня ручное со сцеплением. Если у вас без сцепы, вам будет либо проще, либо сложнее. Но без сцепы сложнее. То есть вот так вот выглядит настройка моего управления здесь. По настройкам управления можно спуститься вниз, там есть ролик. И, собственно говоря, если я кому-то был полезен, ставьте лайкос, жмите палец вверх. Спасибо за ваш просмотр. Пока-пока и до скорых встреч.